Добро пожаловать на обзор 8-го сезона карьеры за молодежку РБ Лейпцига, или же карьера за Red Bull Salzburg, который служит у нас в карьере что-то типа молодежной академии РБ Лейпцига. Кто смотрел первый выпуск, то те понимают, о чем я сейчас говорю. Каких результатов добьется уже в 8-м сезоне этой экспериментальной карьеры РБ Лейпциг. Ну и по совместительству немножечко поговорим о Red Bull Salzburg и в общем подведем итоги изменений состава РБ Лейпцига. Давайте приступать, приятного просмотра. Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Начнем, конечно же, с партии 5 новых, молодых, перспективных талантов из РБ Лейпцига. Все они немцы, у всех довольно-таки хороший потенциал, 92-92 у двух футболистов есть. Потенциал максимальный, но очевидно, что такого рейтинга у них не будет. Все стоят 5 миллионов или больше, просто замечательно. Но на пике, если честно, не особо что-то выдающееся. Да, учитывая состав РБ Лейпцига, эти парни будут либо игроками старта, или будут стабильно игроками ротации, выходя с замены, но они не дадут никакого качества команды, просто заменят игроков примерно с таким же рейтингом. Ну и напомню, что состав РБ Лейпцига на момент этого сезона был вот таким вот. Я не знаю, что у них возникло с левым защитником, но давайте посмотрим, что вообще такой состав покажет в этом сезоне. Начало у команды довольно тяжелое. Сначала поражение от ливеркузенского Байера 2-1 и с таким же счетом проигрывает Баварии. Но зато побеждает Вольфсбург 3-0. Но в первом раунде Кубка Германии каким-то чудом сумели пройти Шальке 0-4, но, как по мне, должны были проходить куда увереннее, чем по серии пенальти. Затем сыграли на ничью 1-1 против Айнтрахта, победили Боруссию Мюнхен-Гладбах 4-1, с минимальным счетом переиграли АЭК в первом туре общего этапа Лиги Европы, 3-1 победили Кёльн, с минимальным счетом удалось собрать 3 очка против Штутгарта. Но вот против АПЛ во втором туре общего этапа Лиги Европы, к сожалению, ничья 1-1. Зато в Бундеслиге продолжается парад побед. Победили Фрайбург 2-0. Также с разницей в 2 гола победили Майнц 0-5. Ну и в следующем матче Лиги Европы одолели клуб Брюгге 1-3. А вот и прервалась победная серия в Бундеслиге. Нулевая ничья против Вердера. Но за ней последовала непростая победа над Хольштайн Киллем 2-1. Но еще зарабатывает очередные 3 очка в общем этапе Лиги Европы. Что же касается Кубка Германии, проходит 1/8 стадию, уверенно одолев Гамбург 4-1. Но, к сожалению, с минимальным счетом уступают Юниону Берлину в Бундеслиге. И с таким же счетом, но уже побеждают Герту. В Лиге Европы снова удается уверенно собрать 3 очка, в отличие от Бундеслиги, где ждало очередное минимальное поражение от ФК Аугсбурга. Еще и уступили Дортмундской Боруссии 0-2. Хотя бы удается взять 3 очка против Хайденхайма, но довольно с трудом. Против ирландского клуба в общем этапе Лиги Европы также забрали спокойную победу 3-0 и 3 очка. Но и, к сожалению, снова теряют очки в Бундеслиге, нулевая ничья против Хофенхайма. Ну а после этого матча те самые 5 молодых футболистов возвращаются в расположение РБ Лейпцига. И тут мы видим снова поражение от ливеркузенского Байера 2-0. Зато 5-0 разгромно победили Краковию в Лиге Европы. Еще и сумели победить Мюнхенскую Баварию 2-1 и 3-1 одолели Вольфсбург. Ну а завершением общего этапа Лиги Европы стала победа над Будё Глимт со счетом 3-1. Ну и что же касается общего этапа, то тут все довольно предсказуемо. РБ Лейпциг занял причем первую строчку, разделил он ее с Реал Сосьедадом. Ну и надеюсь, что дойдут как можно дальше в плей-офф стадии. Ну а пока что нужно продолжать забирать очки в Бундеслиге. И они забирают 3 очка против Айнтрахта, с трудом победив 2-1. Затем победили Боруссию Мюнхен-Гладбах 3-0. Ну и, к сожалению, вылетают с Кубка Германии от команды даже не из Бундеслиги. Ничья 1-1 и по серии пенальти в этот раз уже не повезло. После этого матча им удалось победить Кёльн со счетом 4-1, но минимально, к сожалению, уступают против Штутгарта. В следующем матче уверенно победили Фрайбург 3-0, но не удалось справиться с Майнцем 0-5, поражение 2-1. Что же касается 1/8 стадии Лиги Европы, они попали на австрийский Рапид Виен и уже в первом матче одолели их 3-1. Также забили 3 гола, но уже без ответных в матче против Вердера. И победили Герту с разгромным счетом 4-0. Но вот как при всем этом дальше они минимально уступают Хольштайн Килю. Но зато в 1/8 Лиги Европы все отлично. Во втором матче также одолели Рапид 2-1 и с общим счетом 5-2 проходят в четвертьфинал.
Но вот в Бундеслиге удалось забрать 3 очка против Юниона Берлина, победив 3-1. А вот дальше, в первом матче четвертьфинала, их ждал Реал Сосьедад. Это та самая команда, с которой они разделили первую строчку общего этапа. И хорошо, что РБ Лейпциг победил 2-1. Еще и 5-0 раскатал ФК Аусбург в Бундеслиге. Но вот против Боруссии Дортмунд, к сожалению, потеряли 2 очка. Ну а в ответной игре против Реал Сосьедада сумели победить с минимальным счетом, и с общим счетом 3-1 они проходят в полуфинал. Уверенно раскатывает Хайденхайм в Бундеслиге у себя дома 5-2. Но сразу после этого ничья 1-1 против Хофенхайма. А вот против Рена, это их, если что, противник в полуфинале Лиги Европы, они победили в первом матче 2-0. Но вот в ответной игре отлетели с таким же счетом. И, к сожалению, по серии пенальти Рен все-таки будет финалистом Лиги Европы. Очень жаль. По итогам 34 туров чемпионата Германии РБ Лейпциг финишировал на 3-й строчке, что, как по мне, очень даже солидный результат. 65 очков буквально немножечко опередили Дортмундскую Боруссию. Кстати, поздравляем Мюнхенскую Баварию с победой в Бундеслиге, потому что 2 предыдущих сезона подряд, если что, выигрывала Боруссия Дортмунд. С точки зрения нападения РБ Лейпциг занял 4-ю строчку, по обороне тот же самый результат, но на удивление оказались 3-ми по очкам. В гонке бомбардиров Бундеслиги Луис Опенда, лучший представитель РБ Лейпцига, на 5-й строчке отличился всего лишь 23 раза. По ассистам абсолютно ничем не лучше. Такая же 5-я строчка у футболиста, который отдал 11 ассистов. Ну, тут хотя бы поближе к первой строчке. Еще раз вам напоминаю, как выглядел состав РБ Лейпцига на момент начала этого сезона. А вот так вот он выглядел в конце. С точки зрения среднего рейтинга, к сожалению, ничего не поменялось. Как было 84, так и 84 осталось. По среднему рейтингу стартового состава он вырос. Теперь это 84,8. Но на самом деле он вырос во многом из-за левого защитника, потому что там появился хотя бы игрок с нормальным рейтингом. По плюсам и минусам получилось на плюс 22, но опять же дело в левом защитнике, только по этой позиции было плюс 21, а остальные позиции в основном не поменялись вообще в рейтинге, так что фактически РБ Лейпциг откатился к той версии, которая была 2 сезона назад. Единственное, наверное, самое приятное, это рекорд с точки зрения игроков, которые прошли через нашу молодежную академию. Их в стартовом составе РБ Лейпцига аж 4. Раньше, если что, максимум было 3. Это, если что, вратарь, 2 защитника и 1 центральный полузащитник. Что же касается моего Red Bull Зальцбурга, то для нас сезон также прошел довольно-таки успешно. Во-первых, мы защитили чемпионский титул, второй сезон подряд берем чемпионство, но при этом набрали 76 очков. Не так уж много, но при этом сильно впереди от второй строчки, на удивление. В Кубке Австрии, к сожалению, мы с треском провалились, вылетели в первой же стадии, в 1/8, сыграв на ничью и вылетев по серии пенальти. Отмечу то, что за 8 сезонов этой карьеры мы впервые вылетели в 1/8. Раньше мы в основном вылетали в четвертьфинале, но в 1/8 ни разу. Вот это, если честно, удивительно. Ну а вот главный наш успех произошел в Лиге Чемпионов. Пока РБ Лейпциг играл в Лиге Европы, мы играли в Лиге Чемпионов. С большим трудом, но все-таки заскочили в топ-24 и начали свой путь с 1/16. А там уже была настоящая сказка. Нам попалась просто-таки хардкорнейшая сетка в Лиге Чемпионов, которая только могла попасться. В 1/16 стадии мы попались на мадридский Реал, но в первом матче сумели их обыграть с минимальным счетом, а вторую игру проиграли 3-2. Общий счет 3-3, серия пенальти и 3-4 в нашу пользу. Еле-еле, но мы оказались в 1/8 стадии. Где, как я уже упомянул, у нас хардкорная была сетка, поэтому мы попали на ПСЖ. Спасибо, конечно же. Первую игру мы также каким-то чудом побеждаем с минимальным счетом, но еще более удивительно, что второй матч мы также побеждаем со счетом 1-2. Два довольно близких матча, но общий счет 1-3 в нашу пользу, и нас даже ПСЖ не сумел остановить. Ну а дальше нас ждал Ливерпуль. Первая игра закончилась довольно-таки неплохо, ничья 1-1, но от ответной игры мы проиграли 2-1. К сожалению, с общим счетом 3-2 именно от Ливерпуля мы вылетели в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Это пока что рекорд для этой карьеры, для Лиги Чемпионов. Учитывая, какая у нас была тяжеленная сетка, то, что мы дойдем аж до такой стадии, вот это неожиданно. Да и от Ливерпуля мы вылетели на самом деле в 2 довольно-таки близких матчах, так что это было очень достойно. Но если подытожить этот сезон с точки зрения РБ Лейпцига, то они выдали также довольно-таки успешный сезон. 3-я позиция в Бундеслиге, в последний раз они этого достигали в 5-м сезоне, то есть 3 сезона назад, молодцы.
В Кубке Германии 1/8 стадия это вообще праздник. РБ Лейпциг, что вы понимали, 3 сезона подряд вылетал в первом же раунде. Это просто какой-то абсурд. Как эта игра вообще работает, я не понимаю. 1/8 стадия это более чем успешный результат. Ну а самый главный успех был это Лига Европы, уверенный выход в плей-офф стадию с первой причем строчки и дошли до полуфинала. Раньше было 2 попытки в Лиге Европы у них, и они всегда вылетают в четвертьфинале. Зато в следующем сезоне они будут играть в Лиге Чемпионов, ну и надеюсь, что там они также смогут показать крутой результат. Поначалу казалось, что команда провалит сезон, учитывая, что они начинали с вот таким вот слабым левым защитником, как я уже говорил в этом видео, но получилось довольно-таки солидно. Но хочется видеть результаты, конечно, получше. И надеюсь, мы их увидим в следующем выпуске. Также надеюсь, что вам понравилось это видео. И если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений. И желаю вам успеха и надеюсь, увидимся в следующем выпуске.